Здравствуйте, я Михаил Живец, продюсер проекта «Мир танков». Сегодня расскажу вам о том, что вас ждет в обновлении 9.5. Расскажите про новые танки. Основным нововведением этой версии будет добавление ветки британских танков. Первая половина этой ветки – это будут американские машины, поставлявшиеся в Британию по ленд-лизу. Легкие и средние танки, включая известный Sherman Firefly. Sherman, который был переделан британцами путем установки известной 17-фунтовой пушки. Вторая половина ветки – это будут британские ПТ-САУ. Большинство из этих машин были сделаны в железе, некоторые из них воевали. Венцом этой ветки будет новая ПТ-САУ FV-4505 со 183 мм орудием. Орудие аналогичное соседней топовой британской ПТ-САУ FV-215B183. Основным отличием между этими машинами будет то, что новая ПТ-САУ будет гораздо менее бронирована и будет иметь лучшую подвижность. Также у нее будет немного более комфортное орудие. В то же время, для того, чтобы еще более развести по характеру эти машины, лобовое бронирование башни FV-215B183 было значительно увеличено. Также в этой версии мы добавим новый премиум танк 8 уровня. Это будет немецкий средний танк «Пантера» с башней «Шмальтурм» и орудием 88L71. Машина будет напоминать уже существующий танк «Пантера-2», но с худшей динамикой и с более комфортным орудием. Что такое индивидуальные боевые задачи? Вторым основным нововведением этой версии будет добавление индивидуальных боевых задач, которые будут представлять из себя набор специальных заданий, доступных для выполнения каждому игроку. Награды за выполнение этих боевых задач будут достаточно разнообразными, начиная от кредитов и заканчивая уникальными танками. Например, за выполнение одной из самых сложных боевых задач можно будет получить советский тяжелый танк 10 уровня «Объект-260». Запуск механизма индивидуальных боевых задач планируется после новогодних праздников. Будут ли новые карты? Мы добавим новую карту для командных боев «Затерянный город» и еще одну карту для боев танков низких уровней «Миттенгард». «Затерянный город» — это будет полностью симметричная карта смешанного типа с городскими кварталами в центре. На карте Миттенгард команды будут начинать на склонах Большого оврага и будут продолжать бой в центре карты в небольшом городке. Что еще нового будет в этом обновлении? Помимо новых карт, мы начали работы над выравниванием рельефа на старых картах. На некоторых из них наблюдается излишнее количество мелких неровностей, которые значительно затрудняют жизнь легким и быстрым танкам, которые теряют на них скорость, и также танкам с плохим склонением орудия, которые из-за этих неровностей не могут нормально прицелиться. В этой версии мы внесли исправления на карты Виндсторм, Перевал и Рыбацкая бухта. Также мы внесли давно ожидаемые игроками доработки в миникарту. Это отображение типов техники на миникарте и отображение места последнего засвета.